25 мая, суббота, 2024 год. Пришел я на родничок. На Бужу иду, на реку. Вот родник. Все вроде тут благопристойно. Ну, завалы, конечно. Но комаров это... Вот пришлось в перчатках, в накомарнике. Вот так вот и стою. Тут кошмар, слепни, комары. Жуть какая творится. Ну, с другой стороны, может, это и неплохо. Потому что это значит тепло будет. Но сейчас тепло под 30 градусов температура. Накомарник действует. Накомарник спасает в такой ситуации. Набрал я водички. Вот комаров сколько. И всяких мух, слепней. Этого тоже добра хватает. Без накомарника тут не очень. Ну ладно, пойду попробую пройти через лес. Посмотрю, что там завалило, не завалило. Посмотрим. Лес глухой. Вот пришел я на место. Там рыбаки уже ловят щуку на кружки. Вот дерево спиленное, про которое лесничество не знает. Вот думаю, может в лесничество съездить, рассказать про то, что я в том году дерево спилил. Вот такое. Сдаться им. Но это надо еще подумать. Подумать, крепко подумать. Вот в другой раз как-нибудь. Тоже вот люди странные такие пишут комменты. А в лесничестве знают, что вы елку спилили. Да какая им разница, что там спилили? Вот тут этих елок. Вот. Дела нет до этих елок никакого. Лесничество. Вот тут вот я пилил. Вон, тут сухие ветки. Это я вечерком пожгу все. И попилю еще. Волю попилю. А сейчас надо посмотреть, где же я буду рыбку-то ловить. В каком месте. Ландыши скоро зацветут. Очень люблю их. Вот я люблю одуванчики, ландыши, всякие цветы, рябину, боярышник. Пойду сейчас погляжу. Тут вот озеро, конечно, есть, но там я попробую на удочку половить. Я в этот раз подготовился хорошо к рыболовному делу. Но это позже будет. Сейчас только 12 часов, первый час. В общем, сегодня буду заниматься. А вот дуб лежит, просыхает, который я тогда пилил. Вот он. И озеро. Посмотрим, что там. Есть ли там рыба вообще в нем. Этого неизвестно сейчас, в настоящий момент. Посмотрим в реке какие места. Там я хочу резинку поставить. Черви у меня есть. Привез червей с собой. 2 вида. Так что будет тут развлечение. А рыболовы? Что там рыболовы? Не вижу я. Может, ушли. Кто их знает. Половили всю рыбу, выловили и ушли. Ну так не видно.
Хотя вот река, почти течения нет. На удочку хорошо будет ловить. У меня и жерлица есть. В общем, все есть. Спиннинг. Как тут читал статью. Там описывается, насколько же... О! И вот они, красавцы. Вот они. Цветы. Здорово. Короче, в статье описывалось, да чё же прикольно, с помощью спиннинга, оснащенного мелким силиконом с головкой, проредить стадо окуней. Я согласен с этим заявлением. Конечно, прикольно. Почему бы не проредить? Окуни они на отвар хороши. Вот тут вот, может быть, попробовать. Здесь, конечно, коряжник. Посмотрим дальше. Еще мне груз надо найти. Груз надо найти. Но место хорошее. Там вот впадение другой реки. Тут рыб может быть. В таких местах. Посмотрим. Хорошо бы, конечно, туда вниз, чтобы был спуск. Ух, тут черника везде. Так, осмотрим-ка мы вот это место. И тут жерлица вон стоит, там вот. Вот она. Везде понатыкали жерлиц. Понатыкали жерлиц везде и всюду. Ладно, будем смотреть. Ну вот, поймана щука. Небольшая, но и не сказать, что малая. Вот какая бойкая. Сейчас я попробую в воду посадить. Нифига себе. Вот эта щука. Сейчас я ее на веревку посажу вот туда, в озеро. Попробуем. А поймалась она на модифицированный вот такой воблер. Во-первых, я сделал здесь крючкодержатель. Хук-холдер. Чтоб удобнее было. Вот такой воблер. Поставил на него мелкие, но очень острые крючки Овнер. Это же китайский воблер. Сам воблер ничего, крючки там плохие. Ну и вот результат. Ладно, пока она не сдохла, надо ее попробовать прикрепить. Посадил ее пока что на кукан. Пусть в воде сидит. Если поймаю больше что-нибудь, то эту я отпущу. Вот, она на веревке привязана. Вот так вот. Сразу щуку поймал, надо же. Вот что значит крючки хорошие. Все-таки в крючках очень много значения есть. А она пускай вот там в воде сидит. Посмотрим. Никуда не денется, на веревке сидит. Веревка привязана к палке. Вот так. Лежит моточек тут. А щука вот там отдыхает. А она не повредилась особенно. Крючки очень острые. Они прям липнут, так сказать. Это признак хороших крючков. Овнер. Тройники для мушек. С маленьким ушком, к сожалению, я по ошибке купил. Ну ничего, работают. Вот эффект. Воблер этот очень хороший. Сейчас чайку попью, пойду еще половлю. Потом на удочку. Потому что у меня там черви есть. Вот. Вот он какой. Комары просто сожирают. Я не представляю, сколько их тут много.
Как бы его показать-то получше. Ага. Вот. Видно, что крючочки-то маленькие. Перейдем сюда. Вот они. Вот такие. И вот тут держатель крючка сделал, обмотал ниткой с эпоксидкой, потом специальный лак с блестками, чтобы красиво все было. Спиннинг этот у меня заслуженный. Щук на него было поймано немало. Катушечка старенькая. Все старенькое, все слабенькое, но кое-как работает. Вот, а щука там сидит, вот там в озере, отдыхает там она. А вещь я еще не разбирал, надо еще удочку делать. То черви у меня задохнутся, наверное, там, я не знаю. Надо их, кстати, пакетик-то развязать, они на солнце. Ой-ой-ой. Ладно, буду заниматься этими делами. На газу решил сделать чай. Сейчас по-быстрому. Поправить надо. Вот так. Сейчас по-быстрому чаек заварю на газу. Потому что есть особо не хочется. Там щука плавает на кукане. Ой, удочку я не совсем правильно собрал. Буду перебирать. Черви вроде как пережили переезд в рюкзаке, в пакетах. Ну вот, заварю сейчас чайка. Ну, комаров, конечно. Вот их сколько. Везде и всюду. Просто сожирают. Хорошо, накомарник есть. Вот так и хожу на комарнике. Потому что здесь комаров, конечно, очень много. Там вот позади меня вон видно, бревно лежит. Там еще попилю, дуб попилю. Но это потом. Сейчас в основном рыболовная, так сказать, затея. Комарина рыболовная. Пожирают просто везде, в любой незащищенный участок. А вот тут у меня что есть? А это есть такой вариант перемета. Это вот сама основная часть. Это вот крючки. Вот туда я насажу червей. Вот здесь вот у меня есть веревки всякие. Есть резина. Вот я попробую такой гибрид резинки с переметом сделать. Посмотрим, что из этого выйдет. А здесь такие вот петельки, чтобы крючки на них быстрым зацепом ставить. И они легко вращаются. Между ними стопоры. Ну, не знаю, конечно, такая конструкция. Посмотрим, как она будет. Удачно или не очень. А сейчас наша задача чай заварить. Пить хочется. Есть также еще и жерлица. Вот она лежит. Вот тут связано рядом с резинкой. Там вот все подготовлено. Комариный ад. То гусеницы тут были, то комары. В общем, вот такая вот ситуация. А удочку буду перенастраивать. Попробовал сейчас ловить на нее. Надо делать, чтобы глубже грузила. Уходила. Вон она там сейчас стоит. Просто для проверки, есть ли тут рыба в принципе. Обожрут червя, не обожрут. Вот там вот она. Вот туда. У меня подозрение, что рыбы тут нет. Ну, посмотрим. А что щука делает? Она сидит в воде, оклемалась, мощно там дергает. Вот говорят, она может перегрызть
леску там толстую. Но я ее поэтому посадил на веревку, а не на леску. Хотя я думаю, миллиметровую-то леску вряд ли она перекусит. Вот. Тут вот веревка. Ну это сколько? 4 или 3, наверное. Позовем сейчас щуку. Ух, вот она, вот она. Ну иди сюда. Вот она. Пусть плывет, не будем мучить. Пусть сидит там в воде. Пока не перегрызла. Вроде как. Вот такого вот поймал на удочку. Поймал, значит, на червя. Поплавок регулировал. Чуть не 2 с лишним метра вон он там отрегулировался. Сейчас попробую поставить на жерлицу. Посмотрим, что с этого выйдет. Главное еще вытащить с него крючок. Он заглотил. Очень глубоко. Походу это ёрш. Хотя точно не знаю, кто это такой. Какая-то рыба. Посмотрим. Надо, пока не сдох, ставить на жерлицу. Жуткое количество комаров. Разжег костерок. Но, конечно, это что-то ужасное. Это просто кошмар, сколько их много. И комары, и мошка. По дороге слепни были. В общем, все. Сегодня великий рыболовный день. Сначала я поймал щуку. Потом поймал на удочку ерша. Ну а сейчас вот только что закончил установку перемета с резинкой. Тоже геморрой еще тот. Поставил палатку. Сейчас буду вот туда, в нее успокаиваться. Вот там вот щука сидит. Не перекусила она, а то все люди говорят, что они способны перекусить. Что-то тут обвисла веревка. Обвисла. А нет, вон она. Вон она там. Спина есть. Пусть сидит. Жива еще. Если поймается что-то крупней, я ее отпущу в реку. Но она тоже не маленькая. Наверное, около килограмма что-то такое. Рыба. Это я такие, в принципе, ем. Вот, заварил себе чай на газу. Устал, конечно, очень. Много-много дел. Ну и результат. Рыболовный результат налицо. С этой удочкой намучился. Удлинял груз. Ну, расстояние между поплавком и крючком. Наконец нашел такой уровень, ну, наверное, 2 метра. И ёрш сразу клюнул. Да как заглотил этот крючок, нехорошо. Надо покрупнее крючки туда ставить. Но у меня вот только мелкие там крючки с собой сейчас есть. Мелкие крючки. Можно, конечно, с перемета взять побольше. У меня тут есть от перемета крючки. В принципе, довольно большие. Фу, комары под накомарник забираются. Просто сжирают. Сейчас человека встретил на лодке. Он там ездил, жерлицы свои проверял. Вообще, как как в скафандре, как космонавт. Такой накомарник мощный. Эх, буду сейчас палатку внутреннюю ставить. Я еще только внешнюю поставил. Ну, вообще, конечно, комаров тут... Ну, пойду отпилю, может, там. Я сейчас отпилил одну. Надо еще кусок отпилить. Чтобы костер горел веселей. Эх, кусают, сжирают. Вот. Ужас, конечно. Количество комаров запредельное. Запредельное. Вот, может, дымок пойдет. Пойдет дымок и немножко
разгонит эту все нечисть. Да, вот пошел дымок. Вот костерок для чего нужен. Эх. А через месяц день рождения у меня. Страшно сказать, сколько лет исполняется. А я все хожу, ловлю рыбу. Ну, может, так и правильно, кто знает. Темнеет уже, темнеет, надо срочно делать дела, а не разглагольствовать. Пустословие одно. 26 мая. Утро 2024 года. Ох. В общем, попался мне на перемет здоровый линь. Я его по глупости уронил в воду. Второй раз у меня уже такое. Один раз со щукой было с большой. Теперь с этим линем. Здесь экологическую вахту совершал. Сжег вчера в костре бутылки, которые какие-то сволочи бросили на берегу реки. Приезжают, жрут там водку и уезжают. И все бросают. Пачки сигарет, запивку свою. Все там что. Ай, свиньи. А вот тут кто у нас сидит? Ух, какая мощная. Щука там сидит. Не перегрызла она эту веревку. И вряд ли перегрызет. На поводке, конечно, вряд ли такие веревки пригодны. Но так вот на кукан садить ее, это можно. Ну что ж, перемет показал свою работоспособность. Правда, некоторые поводки перепутались. Кое-что пришлось обрезать, но это ерунда. Главное, что зацепляет. Самозацепляет. Крючки, ваки-крючки. Это такие короткие крючки для ловли на специфический джиг без веса. Ваки. Но они кругленькие такие, очень цепучие. Когда рыба хватает червя, отходит, и он втыкается. Вот. Ерша. Ну, ерша поставил опять же на снасть. На такую типа жерлицы с поплавком. Посмотрим. Вчера такой хожу. Ну, там перемет этот ставил. Приплывает на лодке какой-то рыболов. Такой, а там поплавок-то что-то я посмотрел. Да там ёрш, да не так поставили. Вот туда все. Я думаю, вот ведь, блин, не ты ставил поплавок. Зачем ты смотришь его? Какая тебе разница, как там что поставлено? Ёрш, не ёрш. Люди у нас простые. Тут был случай тоже давно. Я ушел там куда-то, ну, прогуляться. Возвращаюсь, тут какой-то мужчина с девочкой маленькой. Такой, а мы подошли, посмотрели, там рюкзак. Ну, посмотрели, внутри вроде ничего ценного нет. Это ваш, что ли? Я думаю, ну, ничего себе, святая простота. Подошли к чужим вещам, порылись там. Вот глубинный народ, вот я не знаю, это вот какая-то сволочь на самом деле. Воровать, паскудить, мусорить, обжираться водкой. Гады какие-то, в общем, короче. Не знаю. Чему люди такие? Не могу этого понять. Нет уважения ни к вещам чужим, ни к достоинству, ни к чему. Меня это очень сильно расстраивает. Ну что делать? В такой стране живем. Здесь это норма. Такое вот скотское поведение. Это норма. К сожалению. Ну ладно, главное самим таким не быть. А остальное пусть другие как хотят. Им за свои дела отвечать самим. Ох, сколько тут дров. Лесничество-то поди и не знает, что здесь столько дров. Да и наплевать этому лесничеству. С высокой колокольни на все это. Может, сейчас пойду на удочку половлю. По-моему, еще немножко червей осталось. Дендробену вот это вот. Они дорогие, эти черви. И мало их там содержится. Почему-то. Но зато вот линь поймался. И
ушел с концами. Ладно. Дуб я вчера пилил. Пилил. Вон от всего дуба что осталось. Вот все, что от дуба осталось. Еще разок распилить. Вот здесь как раз по гнилой части. Вот здесь распилить. Не знаю, буду ли я сейчас костер вообще разжигать. А вот был дуб. Вот он стоял. Сухой. Тоже лесничество не в курсе, что дуб сухой спилен. Ужас. Ужас. Кошмарный. Да. Все это думаешь об этом. Какие же у нас люди все-таки дерьмовые есть. Есть и хорошие, конечно. Но столько вот всякой мрази. Ой, прям печально. Ну, кирпичи тут я принес. Может, что на спиннинг половлю. Посмотрим. Сейчас надо поводки распутать. Ну, радует то, что выбор крючков для перемета оказался правильный. Ну, то, что линя не поймал, ладно. Пусть живет. Мне этот линь, ну, конечно, было бы неплохо, но. Сам виноват, сам дурак. И тогда щуку упустил, которую на джерк поймал. И линя этого плохо вытащил, и он ускакал. Дай бог с ним. Вот готовлю чай. Видно, сколько комаров. Вода из родника. Тоже бужа-то коричневая. Комаров. Вот хотя я побрызгался, просто искусали всего. Явно, что они на тепло летят. Вокруг чайника там их много. Вьются. Ну, тут и места такие. Вот там, где щука сидит, болотце такое. Там тоже. Вот. Накомарник. Так вот раз. И все, и не кусают. И не кусают. Вчера сжигал тут и дуб, и ольху, или березу, что там, я не знаю. Наверное, березу или осину. Вот там какая-то отпилил быстренько, уже в потемках. И сжигал. А потом комары где-то к 12 ночи, наверное, так. Они закончились. Холодно стало, звезды вышли. Яркие. Сейчас тут облачность. А то были яркие звезды, холодно. Все, думал, может опять сияние будет какое полярное. Вроде на солнце снова вспышки. Но ничего такого не было, просто яркие звезды. Смотрел, думал о жизни. О том, сколько всего было интересного. Что еще будет, непонятно. Ну и спать пошел потом. Чего думать-то? Все равно ничего мы особо изменить не можем. Какая уж судьба дана, так и живем. Вот такой вот попался, пока я там мешкал, то все делал наперемет вот такой вот окунь. Вот он на таком вот поводочке. Вот, легко снимается. Снимается он. У него есть зацеп. Где тут, наверное, не видно. А вот. Вот такой быстро зацепляющийся зацеп. Вот. И потому что выпутывать это окуня, он туда глубоко куда-то заглотил крючок. Это я потом буду. Да, ой, там далеко крючок. Далеко. Буду потом его выпутывать, чтобы поводок не повредить. А так раз снял и все. Но линь, конечно, был раза в 3 больше, чем вот это.
Эх, окунь. Ну что делать? Посмотрим. Возьму его. Все равно крючок надо вынимать, он глубоко. Посмотрим, что за размер крючка. Может, надо большего размера ставить крючки. Ладно, пойду сейчас половлю просто на удочку. Вот взял удочку. А перемет вот здесь. Резинка эта стоит. В таком вот месте. Здесь, видимо, рыба-то гуляет. Вот, там камень в воде. К нему шнур приделан. Потом резинка. И вот с этой стороны к резинке уже перемет. Подпуск. Короткий такой переметик. Вот. И там крючки с червями. Вот такое вот устройство. Поймался окунь. А до этого линий ёрш. Значит, крючки подходящие. Ваки крючки. Маленькие такие. Сейчас покажу, что за ваки. Так, где тут у меня крючки? Вот. Крючки такие. Камо Грин. Ваки. Номер 2 и номер 4. Наверное, надо побольше какие. Номер 1 там поставить. Вот. На поводочнице тут они намотаны. Поводки. Посмотрим. Разберемся. Пока это пробный вариант. Но главное, что что-то цепляется. Цепляется. Линь, конечно, был здоровый. Ох, жалко. Но этого... Может, сварю с луком. Лук у меня есть. Можно сварить ушицу. Размер подходящий. Окунь. Ну вот. Ладонь. Вот такой вот. Больше ладони. Нормально. Итак. Приготовление вкусной окуневой ухи из окуня. Сначала его надо слегка сполоснуть. Чтоб там песка не было. Даже так сделать, чтобы он там промылся как следует. О. Раз. И... Стиральная машина. О, уже чистая вода идет более-менее. Нормально. Так, вот там окунь, значит, находится. Зальем туда водицы. Ну, где-то так. Очень достаточно, я думаю. Все нормально с ним. Соль по вкусу. Так. Соль. И лук. Ну, лук лучше с кожурой. Попу только отрезать. Ну и самую внешнюю часть кожуры тоже можно выбросить. Так. Полностью не разрезаю. Оп. Чтобы он вкус отдал. Это будет самая классическая такая уха. Потому что надо всегда протирать. Потому что он из нержавеющего материала. Еще я ему спуски сделал алмазом. Вот. Тут вот спуски, а здесь заточено. Все алмазами. Но это легированная сталь, очень твердая.
но зато острый. Так, но варить я ее буду, эту уху, не на костре, а на газу. Зу-зу-зу. Так. Газовая плитка. Опа. Собственно, газ. А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас водопровод. Вот. Круто было в ту пору людям осознавать, что у них есть водопровод. Вот, сейчас оно вскипит, пена уйдет, положу перец потом. Ну и вот, у меня было 10 литров воды, вот 5 почти уже кончилось. 2 раза чай заваривал, или 3. Ну да, 3 раза чай и вот 10 литров, 1,5, может меньше. Что еще выкипит? Столько я съем, интересно, ухи этой. Если отлить. Долить-то я всегда смогу. Вот так. А то не съем, будет обидно. Вот такая газовая уха. На комарнике делается. Так, ну ладно, буду сейчас рыболовные снасти там сортировать, собирать. У жерлицы один крючок оторвался, за ветку зацепился. Хороший, причем овнеровский крючок с большим ушком. Одни потери. Линь убежал. Ну еще вот так вот. Вот уха постепенно начинает закипать. Вот эту пену надо будет сейчас снимать ложечкой. Потом, когда пена перестанет идти, добавлю туда перец черный. И все. И вот так вот уха будет готова. А тут я начинаю собирать свои вещички. Уже внутреннюю палатку свернул, спальник, коврик. Вот все, что тут есть. Вот сейчас как раз ложечку-то возьму вот эту ложечку и будем сымать пену. Давай, давай, пена. Выходи. Еще и ухи поем, это будет вообще круто. Из окуня самую сладкую. Сладкая уха. Само мясо у него так ся. А вот отвар от него очень даже хорош. Пускай варится. Надо всегда трясти, постучать. Руки-то не отсохнут. Ой. Вот так. Пущай варится. А я дальше буду тут собираться. Воды вон еще сколько. Вода есть, 10 литров взял. Так, а это кто такой у нас? Нет, это не клещ, это какой-то жук. Ладно. Мух полно. Вот, и в палатке полно мух. Куда здесь они?
Задолбались эти насекомые. Просто уже сил нет. Уха варится. Уже практически готово. О, сласть. Перец я добавил. Все добавил туда. Будем выключать. Все. Выключил. Тут я практически собрался. Все вещи собрал. Тут я спал. Здесь озеро. Вот от этого, видимо, здесь комаров дофига. Пробовал там на удочку ловить. Ничего там не клюет. Там только щука сидит в заточении. Вот там вот. Но я ее потом вытащу перед самым отходом. Привезу в целости. Тут готовить не буду. Потом уже приготовлю. Ландыши. Много ландышей. Прекрасные растения. Вон их сколько. Цветут. Дров тут полно. Лесничество еще не знает, что эти тоже рано или поздно надо будет спилить. Ой, как меня прям вообще это удивило. Пишут комментарии, а в лесничестве знают. Это напоминает, как какая-нибудь ябеда в школе. А Марья Ивановна знает, что вот это. Какие же все-таки есть сволочи. В лесничестве знают. Вот лесничество. Что там знают? Не знаю, что там знают. Ябедничать нехорошо. Это гнусно. Гнусно. В общем-то, цель нашей жизни главным образом, самое важное, это не стать сволочью. Вот и все. Не стать сволочью. Это так легко, так просто. Порой даже удобно быть сволочью. Но все же наша цель не стать сволочью, а все остальное вторично. Вот. Наперемет, что поймалась в этот раз. Ракушка. Надо же, тоже ест червей. А вот, собственно, и перемет. Здесь вот так сделано. Никак не фокусируется, сволочь. Вот. Видно как. Колечко заводное. И к нему приделана петля. И на нее уже быстрым зацепом крепится крючок с поводком. И так вот далее. А там дальше резина, которая его в воду утаскивает. Такая вот снасть. Вот линь попался большой. Но, к сожалению, я его упустил по своей глупости. Надо было подальше его откинуть от берега. А он упал в воду. Ну ладно. Сейчас буду все это дело вынимать. Ракушка мне не нужна. Ракушка мне не нужна. Буду сейчас поводки снимать, все демонтировать. Вовремя я снял этот перемет, потому что пошел дождь. Дождь.
И щука там сразу как-то на это среагировала. Вон она. Куда-то хочет вглубь уйти. Ну ладно, пусть пока сидит. Я ее перед самым отходом вытащу. Не перегрызла веревочку-то. Дождь пошел. Ну, у меня вроде все убрано. Так, прикрыто. Вот так вот. Все вещи, в общем, собраны. Может, еще чай заварю. Посмотрим. 4 часа. Пойду. Может, чтоб не торопясь, потихоньку. Пойду. Все мои тут вещи. Оторвался виброхвост. Я пытался половить немного. Вместе с поводком. С этим защелкой. Со всеми делами. Короче, все вместе оторвалось. Наверное, уже сама приходит в негодность сама плетенка. Но это я заменю. У меня еще полно ее. Разной. И 8-жильной, и даже 6-жильной есть. Такая экспериментальная. Sunline. Вот сколько комаров. Дикое количество, просто дикое. На чайник норовят. Ну-ну. Теплый он. Вот они и норовят. Потом он разогреется, будет горячий, они уже не смогут. Ну что можно сказать? Считаю, весьма удачный поход. Особенно в рыбалке. Концепция перемета, в общем-то, оправдала надежды. Щуку поймал. Это здесь редкость на спиннинг. Это 3-я, наверное. Может, наверное, да, так. За многие годы. Потом, ловля на поплавок с живцом как-то не пошла. Даже отломился крючок об ветку. Но это я еще подумаю над этой концепцией, подумаю. Главное, перемет. И линя большого удалось поймать. Ну, получилось как catch and release. Поймал и отпустил. Ну, не хотел этого, конечно, но так уж вышло. Catch and release. Как прям крутые рыбаки где-нибудь там в Норвегии, в Канаде. И поймали лосося, посмотрели на него, сфотографировались. Ну и отпустили, не стали солить или варить. Так уже присыщенные Макдональдсом. Эх. Вместо того, чтобы лосося засолить, они catch and release. Ну, не знаю. У всех свои причуды. Вот. А перемет мне понравился. Удобно. Вот эти колечки, хорошо можно их зацеплять за что-то, когда натягиваешь. Если с ними что-то случится, несложно заменить. Они из лески 0,4 сделаны. А поводки из тонкого флюорокарбона, не знаю, какой это правда, неправда флюорокарбон.
0,18 что ли там. И крючки. Главное, что у них короткое цевье, и такие они практически кольцеобразные крючочки, чтобы зацеплялись сами по себе. Сама подсечка была. Потому что когда мне там смотреть, я вон в 9 часов проснулся только. Там, небось, линь в 4 утра уже клевал. Ну вот, и окунь поймался, и ерши. Один ерш на удочку. Ну, с удочкой тоже надо оптимизировать конструкцию. Поплавок вот этот вот с колечком, конечно, не очень удобно. Ну, может, туда какой надо поставить. Поставить туда малюсенькую защелочку какую-нибудь. И все. Чтобы не леску пропускать через поплавок, а просто защелкивать ее. Ну, или еще как-то это обдумать, этот вариант. Это я подумаю. Сам по себе поплавок-то хороший, конечно. Но вот это вот... Хотя, с другой стороны, не так уж сложно и отрезать лески, кусочек, там пару сантиметров. Лески этой полно. Там леска 0,2 стоит. А на поводок тоже какая-то тонкая там прозрачная леска. Ну вот, поймался ёрш. Так что с рыболовной точки зрения этот поход просто великолепный. Щука, 2 ерша, окунь, линь. Причем большой линь, наверное. Ой, я не знаю, ну не килограмм, ну что-то типа грамм 700, наверное, в нем было. И такого я упустил. Ну, catch and release. Вот так вот. Экология. Понимаешь. Ну, линь. Здесь это впервые я такую рыбу выловил. Буду практиковать дальше. У меня еще есть леска миллиметровая. Может, еще один сделаю перемет. Посмотрю. Как раз 20 бусинок. Колечки эти. Говорят, перемет, браконьерская снасть, там то и все. Тоже всякие поборники. Понятно, когда там 1000 крючков и на продажу. А когда одного ерша до одного линя поймал. Какое там браконьерство? Бред это все, не браконьерство. Просто отдых. Ладно, буду собираться. Чайник закипел. Сейчас я заварю и буду все убирать. Так-то я уже кастрюлю. Вон, комары на кипяток не особо-то. Не любят кипяток. Как и мы тоже. Мы тоже не любим, когда нас кипятком. Никто не любит. Ну вот, я и собрался. Хватило мне 5 литров воды вполне. И на суп, и на чай. Так что это я перестраховался. Ну, много не мало. Осталось только щуку упаковать. И через полчасика можно выходить. Вот как ее вести, думаю. Наверное, почистить надо. Почистить. И в таком виде уже вести. Да. С другой стороны, может, ее и целиком лучше вести, потом почистить. Хотя приеду я поздно, там будет уже не до очистки и грязь. Пожалуй, почищу сейчас ее. Сейчас почищу. Вот, ничего не оставил. Никакого мусора. Вот эта там бутылка, но сейчас ее сжечь не получится. Ух! Паника. Упал мой рюкзак. Ладно, ничего страшного. Сейчас буду щуку чистить. И в пакет ее упакую. В таком виде и повезу. Как раз вода может потребуется, чтобы ее помыть. Вот. Накомарник. Без накомарника тут делать нечего в такую пору. Жуткое количество комаров. Жуткое. Ну, сейчас буду щуку доставать.
Буду доставать ее из воды. Пришло ее время. И наше время тоже когда-то придет. Кто-то нас достанет. Эх, ну что, щука, пришло твое время. Пришло твое время, великая рыба. Понятно, не хочется. Кому ж хочется-то? Никому не хочется пропадать. Все, пришло время. Прощайся. С водой, с воздухом, с чем? С жизнью в этом мире. Кончилось твое время. Прости меня, щука, ну так уж получилось. Конечно, может тебя отпустить, но, наверное, я ее все же заберу. Вот потроха щуки. Вот что интересно, сердце еще работает. Чикатило любил говорить, любимая фраза Чикатило, а сердце еще бьется. Даже вроде когда его пристрелили, он успел вымолвить, а сердце еще бьется. Вот. Уже ничего не бьется, нету потрохов. Довольно-таки немаленькая щука. Нормально такая. Пожарить как раз будет что. Сейчас пакеты заверну и уберу. А сердце еще бьется. Да, будет еще биться какое-то время. А толку в этом уже нет. Муравьи съедят это все. Ну вот, все собрано. Я отправляюсь в сторону электрички. Все собрал, ничего не оставил. Не то, что как некоторые. Водку выпили, консервы поели, запили запивкой. Все это покидали там же. Это не наш метод. Мы оставляем место чистым. Leave no trace, как говорят там где-то на загнивающем. Ну и так, вроде никаких следов я особо не оставил, кроме вон кострища. Но и оно тоже не сильный-то след. Вот такое вот, к сведению лесничества, что тут с елками сухими творится. Много елок сухих. Ах, не только елок, и дубы есть. Ну что ж, с рыболовной точки зрения поход был неплохой. Можно сказать, даже великолепный. Ну и с любой другой точки зрения тоже. Звезды посмотрел. Ночью яркие, не то что в городе. Вот. Испытал перемет. В принципе, концепция его мне понравилась. Буду и дальше совершенствовать. Так или иначе, может, грузиками оснащу. Может, трубочками какими-то силиконовыми. Посмотрю, как. Ну и так, в принципе, это колечки эти держат натяжение. Удобно пользоваться. Хорошо где-нибудь на озере поставить. Его можно и на хищную рыбу, на живца, и на такую, на червей. Может, еще на что-нибудь. На кукурузу надо попробовать, я не пробовал. В общем, перемет — это вещь с резинкой-то. Резинка такая. Перемет, резинка. Подпуск. Подпуск. Люди, вы идете в отпуск, не забывайте подпуск. Хотя подпуск — это вроде до 10 крючков, а там 10, не знаю.
Ну вот, все собрано. Бутылки я отнесу, затаю их там возле родника в известном мне месте. 5 литров было достаточно воды. Все тут хорошо. Жалко, быстро кончаются такие приключения. Быстро-быстро. Теперь ехать 4 часа. Ну ничего. Наушники у меня есть, павербанк. Буду слушать. Телефон. Учиться, как снасточку делают. То что-то со снасточкой у меня не очень хорошо. Оторвался крючок. Ну, подумаю. Может, по-другому как-то сделаю. Это поле для творчества бесконечное, безграничное абсолютно. Самодельные рыболовные снасти. Ну и когда они сработают, это ж какое удовольствие, если что поймается. Вот, а так, спасибо этому месту. Было оно ко мне очень добрым. Не обидело меня никак. И я постарался тоже не нагрязнить, наоборот, прибраться. И теперь собираюсь и ухожу. Вот так-то. Закончился поход, к сожалению. Закончился. Комаров много. Много комаров. Так что надо еще это учитывать, что комаров очень много. Вот, зажирают. Накомарник или же этот самый, брать обязательно с собой аэрозоль от комаров. Все это необходимо предусмотреть. Вот такое вот количество комаров около родничка. Тут тоже я поправил немножко родничок. Много-много лет я хожу сюда и пью воду из этого родника. Такой вот лес. Такой там трекинг. Нифига себе. Трекинг. Ну ничего, прошел. Теперь вот туда, на дорогу и до электрички. Быстро как все кончается. Вот с возрастом время идет быстрее и быстрее. В детстве оно тянется. Кажется, когда же. Школа, которая 10 лет. Человек учится. Кажется, что целая жизнь, нескончаемое что-то. А потом 10, 20, 30 проходит. И все. И ничего не чувствуется. К сожалению. Даже под накомарник залетели. Комары атакуют. Просто кошмар. Ну, что поделаешь. Скоро я уже выйду из леса. Выйду. И пойду по вот этой вот тропинке сначала, а потом уже на электричку. Вот характерное явление. Шлагбаум там стоит. Никто не ездит. А ездит вот здесь. Ездит здесь. Аж все заросло. Но покрашен такой, все нормально. Эх. Вот такие тут лесные дорожки. Вот шлагбаум. Ой, кусают только. Тут просто какое-то зверское количество комаров. Ну и, конечно же,
из-под пива. Вот. Народ. 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 Где-то вот здесь вот зимой я. Вот там чуть подальше зимой был. Трудно было тогда пройти. Не то, что сейчас. Сейчас тут передохну. Еще до электрички час целый. А идти осталось, ну, полчаса. Может быть. Может и меньше. Не знаю, как идти. Я вот тут передохну. Посижу чуть-чуть. Комары, конечно. Но что поделаешь. Пришел я, значит, на станцию. А тут вот такое происшествие. Грузовой состав. Походу, у него сломалось что-то. Машинисты выходили. То все лазят там. Пытаются завести. А он тых-тых-тых-тых-тых. И все, и не хочет. Электровоз накрылся. Видимо. Как теперь будут они с этим справляться, непонятно. Да. Вот такой вот электровоз. Новочеркасский электровозостроительный завод. В СССР был сделан. И сломался тут вот на станции Тасино. Что поделаешь? Такова жизнь. Там впереди тоже какой-то стоит. В общем, что-то тут происходит. Комаров тут уже поменьше. Не настолько много. А там, конечно, кошмар. Вот рыбаков встретил, поговорил про езей, про то, какие крючки надо использовать, на что ловить. Говорят, недельки через 2 ези пойдут. А ясь это почти то же самое, что и голавль. Рыба очень хорошая. Как следует надо проварить, потушить. Даже не то, что варить, больше вот как бы тушеный он. Ясь. Либо голавль. Мне кажется, самый вкусный. Можно и жарить. В общем, тут так вот заканчивается поход. Уже приезжают люди на машинах. Эх.